На IT-парк можно смотреть как на стартап государственного масштаба. Команда IT-парка изначально состояла всего из 20 людей. Вы начали со стартапов, но уже перешли к IT-услугам, аутсорсу. Как это получилось? Нам нужно развивать в первую очередь аутсорсинг, чтобы обеспечить хорошей работой наши локальные кадры. Наши специалисты очень конкурентоспособны. IT-парк, его ключевая миссия — быть как раз тем мостом между государственным сектором и правительством и частным сектором. Компании, которые находятся в других странах СНГ, почему им стоит прийти в Узбекистан, открыть свою компанию и развиваться здесь? Потому что в Узбекистане созданы бескомпромиссные условия. Таких льгот и программ поддержки, как в нашей стране, нет ни в единой другой стране мира. Этот год будет ключевым, где мы сможем увидеть большую динамику. На данный момент у вас есть амбициозная цель только в рамках IT-парка, или же все же в объединении с Астана Хабом в рамках бренда, который вы создали? В Центральной Азии страны мы не конкурируем между собой. Мы объединились все вместе, мы представляем единый рынок Центральной Азии. Друзья, всем привет! Мы сегодня находимся в e-commerce Central Asia Expo 2025. Сегодня мы будем рассказывать про IT и e-commerce рынок. Сегодняшний наш гость — прекрасная Джамиля Халибаева, директор IT-парка по глобальному маркетингу. Джамиля, спасибо большое за уделенное время. Здравствуйте, спасибо большое. Джамиля, смотрите, сегодняшнее мероприятие, оно направлено на IT, на e-commerce рынок, который в Узбекистане на данный момент очень быстро развивается. Давайте определим точку, которая сейчас на данный момент IT-парк находится, то есть какое у него текущее состояние в IT-рынке и в e-commerce рынке. Вообще в Узбекистане про электронную коммерцию можно сказать, что это один из самых быстро растущих секторов цифровой экономики. И мы смотрим на электронную коммерцию как вообще на часть огромной трансформации. То есть это не просто про какие-то онлайн-продажи, это про новые рынки, новые профессии, новых специалистов. Это огромный новый рынок, который очень бурно развивается, и мы стремимся к еще большему развитию данного сектора. Что говорить про IT-парк, то наша первостепенная на данный момент задача — это увеличение экспорта IT-услуг, IT-продуктов Узбекистана, создание новых рабочих мест для местных специалистов. И следуя данным целям, на данный момент можно сказать, что IT-парк добился очень больших успехов. У нас есть 14 филиалов по всему Узбекистану, есть 4 зарубежных представительства. Один в Соединенных Штатах Америки, один в Германии, один в Саудовской Аравии и один в Южной Корее. Буквально через месяц, в мае, мы открываем новое представительство в Японии, в городе Токио. IT-парк, я так понимаю, что начал свою деятельность полноценно в 2019 году. И, как вы сказали, он до сегодняшнего дня добился очень интересных результатов. С чего началось, с каких цифр, давайте там, началось и что сейчас? Вообще история IT-парка очень интересная, потому что на IT-парк можно смотреть как на стартап государственного масштаба. Это было создано по инициативе главы государства. Это был его рабочий визит в Индию, где он ознакомился с деятельностью организации под названием STPI. Это сообщество объединения всех технопарков Индии. Ему очень понравилась эта идея, и мы решили, согласно его инициативе, создавать в Узбекистане первый технопарк. Таким образом, у нас 10 января 2019 года появилось постановление о создании технопарка в Республике Узбекистан. В соответствии с данным документом была сформирована деятельность IT-парка, были сформированы его миссия, видение. И первое его направление — это было развитие стартап-экосистемы внутри страны. И в дальнейшем, работая уже со стартапами, например, в 2019 году, чтобы вы понимали, команда IT-парка изначально состояла всего из 20 людей. Это был просто open space в корпусе Б университета Инха, один кабинет, где сидело всего 20 человек, работали над созданием IT-парка. Потом 24 июля 2019 года мы открыли наше первое здание, которое состояло из 3 этажей. Это было вообще старое здание колледжа МУПКИ, которое мы реконструировали под IT-парк. И там начали работать с командой где-то, наверное, 50 человек.
Вот, наша первая задача это было развитие стартап-экосистемы Узбекистана, работа с молодыми ребятами, у которых есть инновационные идеи. И работая с ними вот, с 19, например, 20-е годы, мы поняли, что нельзя оставаться только в Ташкенте, что надо идти обязательно в регионы, потому что у нас есть большое количество молодых специалистов в регионах, и там именно основное количество, условно, нашей таргетной аудитории. И работая с регионами, мы начали открывать там наши первые учебные центры. Наша идея была в том, что мы хотели, чтобы у каждого человека, который проживает, пусть даже в самых удаленных местностях нашей республики, была возможность, был шанс обучиться передовым профессиям, чтобы в дальнейшем они могли работать с компьютерами, у них была цифровая грамотность, и в будущем они могли стать будущими, скажем так, IT-талантами и вносить свою лепту в создание инновационных продуктов, решений для нашей страны. Поэтому мы начали это движение. 20-21 год мы уже открыли, можно сказать, что в каждом районе Узбекистана был свой учебный центр. В каждом области? Или в каждой районе? Области, именно в районе. То есть это было 205 учебных центров по всему Узбекистану. Которые обучали IT или стартапам? Именно IT. То есть там были курсы, начиная от компьютерной грамотности до языков программирования. Они обучались именно IT-специальностям. И в большинстве своих случаев, например, компьютерная грамотность, это был абсолютно бесплатный курс. И потом, двигаясь дальше от образования к обратно стартапам, работая с молодыми проектами, молодыми инноваторами, мы начали осознавать то, что наши продукты, сервисы в первую очередь готовы к масштабированию на международный рынок. И нам нужно масштабироваться за счет того, что хоть рынок Центральной Азии очень интересен, очень большой, но до мировых масштабов, конечно, далеко. И нужно работать со всеми регионами, чтобы получить ту самую возможность к экспансии. Потому что, например, если вы знаете, Узбекистан — это одна из двух стран в мире, которая является double network country. То есть Узбекистан и Лихтенштейн — это две страны в мире, которые географически не имеют даже через соседей доступа к океану. И это затрудняет традиционную логистику. То есть она невероятно сложна для нашей страны, и за счет этого было как раз стратегическое решение, что мы двигаемся в сторону IT-экспорта. Потому что нет океана, моря рядом. Да. Традиционная логистика невероятно сложна, и поэтому мы будем экспортировать знания. Мы будем экспортировать цифровые услуги, которые не требуют никаких способов традиционной логистики. И мы начали двигаться в сторону Business Process Outsourcing, BPO, других методов аутсорсинга. И нашим ключевым рынком на тот момент стала Северная Америка. У нас было большое количество аутсорсинговых сервисов, логистических сервисов, которые оказывались удаленно именно для Америки и американского рынка. Исходя из этого, мы открыли наше первое представительство именно на территории Соединенных Штатов Америки, которое отвечает за привлечение заказов клиентов в области аутсорсинга Узбекистан для местных компаний. Оттуда вы привлекали сюда? Услуги. Да. Из Америки заказы компаний привлекаются сюда для... Это 21 год? Это уже где-то 21-22 год у нас. Вы начали со стартапов, но уже перешли к IT-услугам, аутсорсингу. Как это получилось? Когда мы начали работать со стартапами, мы поняли, что есть еще... что рынок довольно молодой, что нам нужно еще поработать над уровнем квалификации, уровнем навыков специалистов, дать им больше знаний о, например, международном проект-менеджменте, как работать с международными клиентами, что это требует времени. Есть задача. Это большое количество молодых ребят Узбекистана. Это огромное количество населения, буквально 37,5 миллионов человек, из которых 60% составляют молодые ребята до 30 лет. И нам огромный нужно потенциал. Найти им высокооплачиваемую работу здесь, в стране, чтобы у них была возможность, находясь в Узбекистане, получать, например, заработные платы тех же специалистов из Америки либо из Европы. Поэтому мы начали двигаться именно в сторону аутсорсинга. И для нас это было, скажем так, ключевым стратегическим решением, что нам нужно развивать в первую очередь аутсорсинг, чтобы обеспечить
хорошей работой наши локальные кадры. И когда мы начали работать с аутсорсингом, мы поняли, что наши специалисты очень конкурентоспособны. В первую очередь за счет того, что они мультиязычны. В Узбекистане более 5 миллионов людей разговаривают свободно на английском языке. Более 1 миллиона человек владеют турецким языком. 500 тысяч специалистов владеют, например, немецким языком. 400 тысяч ребят разговаривают на корейском языке. 200 тысяч ребят на японском языке. То есть это огромное мультиязычное поколение. Многие из них еще несколько языков сразу. Да, многие владеют сразу несколькими. Многие из них владеют и языками, и IT-специальностями. То есть это огромный потенциал для международных компаний, которые рассматривают либо иной аутсорсинговый сервис. И, например, если вот с Америкой мы работаем в области больше BPO-аутсорсинга, то с Азией, например, мы работаем больше с креативными индустриями. Это геймдев, это анимация, это motion, это CGI-графика. Условно, у нас есть, например, знаменитая компания, резидент наш, это United Soft. Компания специализируется на CGI-графике, анимации. Она экспортирует свои услуги, например, в Болливуд, для российского кинематографа, для кинематографа в Казахстане. У них есть большие знаменитые проекты. Одна из самых, мне кажется, знаменитых их проектов – это знаменитый индийский фильм, в котором они все эти… Да, Бахубали, вторая часть, с которой они создавали графику. В Узбекистане. Да, сидя в Узбекистане, они создавали графику для индийского кинематографа. Который он практически самый популярный сейчас и был в какой-то момент. Получается, вы перешли в стартапы в 2021 году. Ну, получается, вы начали со стартапов, поняли, что пока рано, перешли на аутсорс. Когда вернулись к стартапам или вернулись ли в целом? Мы никогда не забывали, на самом деле, про стартапы. То есть это было параллельное развитие, просто в аутсорсинг мы отдавали больше фокуса, но они развивались параллельно. То есть у нас с 2019 года работают наши программы инкубации и акселерации. Просто, например, до 2023 года, если я не ошибаюсь, мы сами вели наши программы инкубации для стартапов. А в 2023 году мы уже привели в Узбекистан знаменитый акселератор мировой, это Plug and Play. У нас, помню, была с ними первая встреча в Штутгарте, где мы вообще рассказывали, что есть такая страна, как Узбекистан, и там есть огромное количество молодых ребят, у них есть замечательные, интересные идеи. И Plug and Play это очень понравилось, и они решили сами приехать в Узбекистан, открыть здесь офис, работать здесь местными кадрами. Конечно, у нас уже было с ними 4 акселерационных потока, 57 стартапов уже прошли их обучение. И сейчас, насколько я помню, у них проходит поток по финтех и банковской деятельности, то есть по финтех-решениям. Хорошо. Одно дело, когда вы помогаете стартапам, получается, одним компаниям предлагать свои услуги, принимать заказы, другие – создавать компании с нуля, стартапы с нуля. Но на рынке на тот момент, когда открылся IT-парк, были огромное количество других IT-компаний, которые так или иначе предлагали услуги, создавали то же самое SaaS. Что с ними было? То есть какие предложения для них, когда вы пришли на рынок, что вы им предложили? Вообще изначально IT-парк, вот как форма технопарка, в нем есть резиденты. Резидентами как раз являются крупные IT-компании, стартапы, которые предоставляют тот или иной IT-сервис, либо IT-продукт. Мы предоставляем нашим резидентам полную поддержку, начиная от налоговых таможенных льгот, например, у них 0% всех видов корпоративных налогов, заканчивая тем, что мы им оказываем консультации, например, в области юриспруденции, в финансовой грамотности, например, в том же самом маркетинге, либо креативе. Также помогаем на пути решения всех их проблем. Например, в 2022 году наши иностранные резиденты приезжали в Узбекистан, мы помогали иностранным специалистам релоцироваться в нашу страну и комфортно адаптироваться под Узбекистан. То есть мы их условно, если говорить буквально, мы встречали ребят в аэропорту, мы находили им квартиры, мы привозили им сим-карты, оформляли им с банковскими картами, помогали открыть. Мне кажется, даже с самолетами приезжали. Да. То есть буквально мы организовывали им и самолеты, чартерные рейсы, чтобы они могли
могли прилететь в нашу страну. То есть вот буквально человек зашел в самолет, человек спустился с самолета, человека привели в его квартиру, человеку показали его новый офис, оформили ему все, что необходимо для его жизни в Узбекистане. То есть вот full поддержка была именно со стороны IT-парка. И в этом мы, наверное, отличаемся как технопарк, если сравнивать все остальные технопарки мира, потому что в этом, наверное, заключается как таковая гостеприимность вообще узбекского народа и любовь вообще к нашим резидентам, потому что для нас наши резиденты — это не просто наши партнеры, это действительно, как сказать, это, например, в IT-парке сейчас более 2600 резидентов, IT-компаний, стартапов, и каждый из них — это абсолютно уникальная компания, либо стартап, в который мы пытаемся вложить всю душу. То есть к нам они могут обратиться с любыми проблемами, которые у них возникают, и мы будем стараться на всех уровнях поддержать и помогать им. Потому что IT-парк, его ключевая миссия — быть как раз тем мостом между государственным сектором и правительством и частным сектором, предпринимателями и бизнесменами. То есть мы находимся между ними, и мы пытаемся коммуницировать и с теми, и с другими, чтобы найти общее решение, которое подходит и этому сектору, и этому. Смотрите, вы сказали, что вы начали с 20 сотрудников. Сейчас у вас резидентов более 2600 резидентов, у которых это не единицы людей, а целые компании. И, соответственно, это тысячи людей. Сколько у вас сейчас в IT-парке? Какие цифры сейчас на сегодняшний день? На сегодняшний день вообще в самом IT-парке работает около 200 человек, специалистов, но если смотреть в разрезе с резидентами, то это около 40 тысяч специалистов. Да. Если смотреть в разрезе вообще сферы ICT Узбекистана, это более 200 тысяч специалистов. Это очень много. Теперь, вы 19 год 6 миллионов. Был за счет предоставления услуг разным странам. Сейчас какая цифра и какие услуги вы предоставляете, какие стартапы, что сейчас происходит по данному направлению? В 2019 году экспорт IT-услуг составлял чуть больше 6 миллионов долларов. На данный момент эта цифра 1 миллиард долларов. То есть даже больше, да, более 1 миллиарда долларов. Мы предоставляем услуги более 80 стран. Основным рынком на данный момент является Северная Америка и Канада. Это у нас 45%. Дальше у нас идет Европейский Союз, Великобритания. И дальше у нас азиатские страны. Основными нашими направлениями являются оказывание как раз IT-услуг. В него входят как BPO-услуги, KPO-услуги, так и, например, разработка на заказ программных обеспечений, кастомизация программных решений. Они у нас занимают более 40%. Остальные направления — это у нас креативная индустрия, разработка IT-продуктов, геймдев-решения. Получается, цифра с 6 миллионов выросла до 1 миллиарда. Теперь другой момент. Нас смотрят со всей Центральной Азии зачастую, и мы эту аудиторию расширяем. Компании, которые находятся в других странах СНГ, почему им стоит прийти в Узбекистан, открыть свою компанию и развиваться здесь? Например, не в других рынках, а именно в Узбекистане. Потому что в Узбекистане созданы бескомпромиссные условия. Таких льгот и программ поддержки, как в нашей стране, нет ни в единой другой стране мира. Начиная от тех же самых налоговых льгот, про которые я сказала, которые продлили, кстати, в прошлом году до 2040 года, заканчивая теми же программами поддержки, которые действуют в IT-парке. Это, например, программа Zero Risk, где компания может прийти, открыть свой офис в регионе. Мы им помогаем полностью открыть как юридическое лицо, найти офис, который подходит им. И этот офис будет бесплатно в течение 1 года. Мы им помогаем найти нужные кадры специалистов под их требования. Мы компенсируем 50% заработных плат на этого специалиста. То есть мы оказываем полную поддержку. Неважно, это местная компания или зарубежная? Неважно. Если она будет открываться в регионе, нанимать местные кадры и работать из Узбекистана, она может воспользоваться программой Zero Risk. Она так и называется Zero Risk, потому что компания ничем не рискует. 1 год она, наоборот, тестирует, подходит ей рынок Узбекистана, работа из Узбекистана, либо нет.
условно, компания задумалась, посмотрела интервью, задумалась открыться в Узбекистане. Что ему надо делать и сколько времени это займет, чтобы весь процесс, грубо говоря, документации пройти? У нас есть сервис, он называется One Stop Shop. Компания может воспользоваться этим сервисом. Весь путь открытия юридического адреса и прочее займет 5 дней. 5 дней за все? 5 дней, да. И офис, я не знаю, это вы обеспечиваете офис, вы обеспечиваете документацию, открытие компании, юрлица, все? Нет, 5 дней One Stop Shop — это как раз на открытие юрлица, банковского счета и других бюрократических вопросов. То есть 5 дней, и у вас на руках будет, ваш юрадрес, ваш банковский счет и прочие моменты. И дальше 2 недели, то есть 14 рабочих дней, чтобы мы вам подобрали офис, необходимых специалистов и прочие уже физические какие-то объекты в Узбекистане. Смотрите, получается, есть условно такие те же самые, зарубежные, которые приходят, и местные компании, которые строят. Есть ли какая-то разница между льготами, которые им или им даются? Нет, или все одинаково? Нет, все одинаковое. Единственное, у нас отдельно есть еще программа, она называется Local to Global. Это помощь как раз местным компаниям из Узбекистана к масштабированию на глобальные рынки. То есть в рамках Local to Global, например, у нас проходит сейчас программа обучения по рынок Японии и рынок Кореи. То есть мы собираем компании Узбекистана, говорим, условно, кто хочет пойти в рынок Кореи или Японии. Вот там есть такие-то возможности, есть просто такие-то услуги. Компании отзываются, мы их собираем, устраиваем воркшопы, где рассказываем подробнее, анализируем рынок данных стран. И после анализа, после воркшопов мы им помогаем уже находить клиентов в этих рынках и увозим вместе с собой, чтобы они уже на месте ознакомились с рынком, приняли участие на каких-то мероприятиях из этих стран и уже на месте провели встречи с будущими, например, их клиентами. Вот IT-виза есть, например, вы не только помогаете компаниям, которые хотят прийти, но и специалистам, я так понимаю. То есть, например, человек работает там в какой-то стране, хороший IT-специалист, он может также прийти к вам за IT-визой и жить в Узбекистане без сложностей. Как это происходит? Да. То есть у нас есть программа IT-виза, следуя которой человек, например, буквально заходит на сайт, подает заявку на получение IT-визы. IT-виза дает право человеку жить на территории Узбекистана более 3 лет с автоматическим продлением. Она также дает ему равные права с гражданами Узбекистана. Это право, например, на бесплатное образование, бесплатную медицину. IT-визу может получить IT-специалисты, IT-инвесторы, либо кофаундеры, например, резидентов компании IT-парка. Они подают просто онлайн-заявление, это изучается со стороны IT-парк, и потом просто выдается ему данный документ, это IT-виза, либо IT-карточка. В регионе, на самом деле, есть много интересных таких же, там, Астана Хаб, ПВТ в Узбекистане, в Кыргызстане, который парк высоких технологий. Совсем позавчера открылся там IT-парк в Таджикистане. Я так понимаю, что сейчас, по большей части, если уберем ПВТ и IT-парк Таджикистана, вы, по большей части, очень тесно работаете с Астана Хабом. То есть, как это произошло? Почему вы решили объединиться? И вот недавно вы создали новый бренд Central Asia Innovation Hub, под которым вы продвигаете совместные услуги. Почему это произошло и как вы решились совместно работать? Да, мы на самом деле являемся партнерами со всеми технопарками Центральной Азии. Просто так получилось в прошлом году. У нас было много совместных проектов с Астана Хаб, начиная с 2019 года. В прошлом году наш председатель Фархат Ибрагимов и генеральный директор Астана Хаб Макжам Адиев провели встречу, на которой были определены вообще сильные стороны каждой страны. Узбекистан очень силен в экспорте IT-услуг и аутсорсинге. Казахстан силен в инновационных продуктах и стартапах. И было решено просто объединить самые сильные стороны двух стран и объединить и создать совместный бренд, который называется Central Asian Innovations Hub. И в прошлом году, во время
время как раз недели ИКТ Узбекистана был подписан совместный документ, меморандум, который ознаменовал начало как раз этого бренда, следуя которому мы вместе с Astana Hub под единой эгидой представляем стартапы всего региона Центральной Азии на международных мероприятиях, на международных акселераторах и инкубаторах. И вот совсем недавно на выставке искусственного интеллекта, который проходил в Казахстане, был знаменован новый этап развития. Это создание совместных стартап-хабов. Первый будет открываться у нас в Китае, следом будет идти у нас новый хаб в Дубае, где мы также будем помогать именно стартапам развиваться в данных регионах. То есть это регион MENA и азиатский регион, чтобы у стартапов было как можно больше возможностей для привлечения инвестиций и масштабирования своих решений. Окей. Смотрите, стартапы, получается, в любом случае, они сейчас получают огромное количество внимания. Что насчет... Есть же какое-то определение стартапа, который входит, например, у человека там IT-компания, которая предоставляет услуги, это уже не стартап. Как вы понимаете, кто стартап, кто не стартап? Среди резидентов мы разделяем вообще стартап и компании, наверное, больше по сколько лет работает тот или иной продукт либо сервис, а также какие инвестиции он привлекал ли и какие его объемы. То есть, получается, вы по определенным метрикам определяете, это стартап или же IT-компания. Сейчас хабы, которые вы создаете, они направлены только на стартапы или же, соответственно, IT-компании тоже как-то продвигаются в регионе? Да, конечно. Для IT-компаний как раз есть наше представительство IT-парка за рубежом. Вообще представительство IT-парка, вот 4 офиса, которые существуют, и 5-й, который будет только создан, они больше работают как, можно сказать, амбассадоры местных компаний Узбекистана за рубежом. Соединяют. Да, они именно представляют компании Узбекистана в данных регионах, предоставляют именно их продукты, их сервисы и привлекают заказы и компании Узбекистан. У вас на данный момент вот указаны интересные цифры. У нас написано, что совместно со Всемирным банком реализуется проект «Цифровая интеграция в Узбекистане». Создание 25 тысяч рабочих мест, обучение 6 тысяч молодых специалистов, поддержка женщин и людей с ограниченной возможностью. Теперь такой вопрос. Насколько, как вы считаете, насколько Узбекистан, IT-сектор Узбекистана, стартап-сектор Узбекистана реализовал себя? Или реализовал ли себя сейчас, на данном этапе? Или как сейчас считаете? Вот с Всемирным банком со Всемирным банком мы сейчас реализуем проект, который называется «Цифровая инклюзия». Его ключевая особенность и миссия – это предоставить возможность обучения для людей с инвалидностями и для женщин, особенно из отдаленных регионов. То есть наша задача – помочь данным специалистам получить новые знания и помочь им найти высокооплачиваемую работу, трудоустроиться, либо оказывать сервисы онлайн. То есть, например, у нас есть отдельные курсы с резидентами, где мы помогаем ребятам, женщинам и людям с инвалидностями в том числе, обучаться как раз, например, электронной коммерции, обучаться, например, дизайну, либо SMM и цифровому маркетингу. То есть это те сервисы и направления, которые не требуют, например, офисной работы, где ты можешь на part-time, условно, дома, сидя у себя, работать и получать хорошие заказы. Если говорить про рынок стартапов, я скажу, что наверное, этот год будет ключевым, где мы сможем увидеть большую динамику, потому что рынок подогревался. С 2023 года он начал активно расти. В прошлом году, например, под конец года как раз было принято постановление, вообще был принят документ, который называется «Развитие стартап-экосистемы в Узбекистане», следуя которому была определена стратегия «Цифровые стартапы», «Digital Startups». Да. Следуя данному постановлению, это будет новая экосистема, которая предоставляет, например, частным банкам, у которых госдоля более 50%, открывать у себя венчурные фонды. То есть почему сейчас идет такой большой рост венчурных фондов частных, которые создаются, например, банками, это в соответствии с данным постановлением, с решением правительства. Также, следуя данному документу, определено то, что, например,
мы можем предоставлять стартапам участие, например, на международных инкубациях, акселерациях и компенсировать им до 50%, например, их расходов. Либо, например, патентирование их цифровых решений будет абсолютно бесплатным. И таким образом у нас, например, в прошлом году тоже был создан свой венчурный фонд, это IT Park Ventures, с общим капиталом в $10 миллионов. И на сегодняшний день наш венчурный фонд уже проинвестировал в первый стартап, он проинвестировал $650 тысяч общий. Сейчас он также рассматривает новые стартапы, цифровые решения, в которые можно будет инвестировать и масштабировать их. И в этом году, я думаю, что будет еще больше венчурных фондов. Мы увидим еще очень много новостей о новых сделках и инвестициях в наши цифровые решения. Мы недавно общались с Luqa Venture, и Luqa Venture тоже говорил о том, что у них скоро будет тоже новый венчурный фонд. И, соответственно, появился недавно United Venture фонд, где госбанки объединились в одно целое. И смотрите, сейчас $1 миллиард она идет на экспорт услуг. Что насчет стартапов? Я не знаю, какие цифры они предоставляют из себя? Нет, $1 миллиард включает в себя и стартапы, и IT-продукты, и IT-сервисы. То есть это весь рынок именно IT-экспорта составляет на данный момент более $1 миллиарда. Какой процент из этой цифры стартапы занимают? Какой процент именно, например, я могу сказать примерно, что software, например, решение из общей цифры составляет где-то 30%. Это довольно-таки большая цифра. Почему именно этот год становится ключевым? То есть постановление получилось, постановление вышло, госбанки начали создавать венчурные фонды, появились частные венчурные фонды, которые входят в Узбекистан. Но стартапов не хватает. То есть, условно таки, их мало, деньги появляются, стартапов мало. Что для этого делает IT-парк, чтобы, то же самое, как вы сказали сами, Казахстан хорошо развивает стартап-индустрию, Узбекистан хорошо развивает экспорт услуг. Что именно сейчас планирует IT-парк сделать для того, чтобы стало больше? Потому что за все время существования IT-парка, за последние пару лет появления венчурных фондов, было проинвестировано не более 50 стартапов. Так или иначе, венчурные инвестиции были сделаны. Если брать гранты, акселерационные программы, еще условно такие ангельские инвестиции, именно венчурные. Что именно сейчас планируется IT-парк делать, чтобы вот этот рост потенциальных стартапов, куда инвесторы могут вложиться, вырос? В первую очередь, например, мы сейчас усиляем работу с инкубационными центрами. То есть в Узбекистане на данный момент есть более 110 вузов, у которых есть IT-направление. В данных университетах мы открываем наши инкубационные центры, это как стартап-студии, где студентов вообще обучают тому, как создавать стартап, как работать со стартапом, начиная от идеи, заканчивая MVP и выходом на рынок. Кроме того, это как раз привлечение международных акселераторов, таких как, например, Plug and Play, которые здесь помогают нашим стартапам расти и становиться более конкурентоспособными на именно глобальных рынках. Плюс тот проект, который мы делаем с Astana Hub, это Central Asian Innovations Hub, он помогает стартапам выйти тоже на международный рынок, пощупать вообще клиентов из разных регионов на самых крупнейших выставках, экспо, которые проходят по всему миру. И также мы, следуя постановлению, можем предоставлять им международные программы инкубации и акселерации, чтобы стартап мог расти, улучшать свой проект и масштабировать его насколько возможно. И кроме этого, для стартапов, для того, чтобы вообще стартап рос, для него жизненно необходимы инвестиции. И вот в этом направлении как раз мы работаем с нашим венчурным фондом, с другими венчурными фондами, которые сейчас открываются буквально каждый месяц. И это, естественно, это очень радует как нас, как и всех представителей стартап-экосистемы. Я думаю, что исходя из нового, скажем так, потока образования, скажем так, улучшения навыков, которые следуют в скором времени, большого количества инвестиций, которые мы можем видеть каждый день, мы увидим, насколько сильно растет
количество стартапов. И мы добавляем к этому еще условно как вот соус сверху, это ивенты, которые мы проводим для стартапов. Это хакатоны, это идиатоны, это конкурсы. Например, только President Tech Award имеет призовой фонд в $1 миллион. И это был конкурс, который инициирован самим президентом республики, чтобы поддержать стартапы и молодых специалистов. Да, каждый год проходит President Tech Award на $1 миллион. И кроме этого у нас есть огромное количество других мероприятий. То есть все они созданы для того, чтобы как раз вот начиная условно с инкубационных центров, да, где вот молодые студенты, заканчивая нашими мастодонтами, это условно предприниматели, у которых уже есть большой опыт ведения того или иного бизнеса, которые хотят попробовать, например, создать какое-то инновационное решение, начиная вот с них, заканчивая ими, у каждого есть, скажем так, способ попробовать себя на чем-то. То есть, получается, вы берете с университета и доводите даже до международного экспансии. То есть стартап может в университете пройти акселерацию, стать резидентом, получить льготы, вырасти и уже выйти, и ваши, получается, филиалы, офисы в других регионах содействуют в экспансии. Да, то есть это комплексный подход, который мы рассматриваем всегда. Это начиная с момента, как молодой человек, у него возродилась просто инновационная идея, мы помогаем ему создать эту идею, создать MVP, выйти на рынок, пойти там инкубатор, акселератор, улучшить нам, получить инвестиции, найти первых международных инвесторов, венчурные фонды, создать свою IT-компанию, получить налоговые льготы, таможенные льготы, программы поддержки, потом выйти, например, на международную экспансию. То есть весь этот путь мы рядом. То есть мы поддерживаем развитие вообще IT-экосистемы, инновационной экосистемы на всех шагах. Стоит отметить, что, как мне кажется, и как я знаю, вы не только поддерживаете IT именно сектор. Кто на данный момент может стать резидентом IT-парка помимо IT-компаний? То есть я так понимаю, что у вас еще есть льготы для образовательных учреждений также. Да, то есть резидентами IT-парка могут стать как компании, которые непосредственно создают IT-продукты, так и, например, компании, которые оказывают аутсорсинговые услуги. То есть если они экспортируют IT-услуги либо IT-продукты, то они могут стать резидентами IT-парка. И также образовательные учреждения, которые обучают IT-специальностям, либо обучают английскому языку плюс IT-специальностям. Окей, то есть они тоже освобождаются от всех видов налогов и... Да, они могут получать ту же самую поддержку, те же самые льготы. В какой момент вы исключаете вообще резидента? То есть вы отказываетесь от него? В какой момент? То есть есть другая сторона медали. На самом деле, условно, исключение из резидентства происходит в исключительных случаях. Это случаи, когда, например, у резидентов есть требования в предоставлении отчетов о своей деятельности. То есть один раз в квартал, это буквально 4 отчета в год, резидент обязан предоставлять технопарку. Если данный отчет не был предоставлен, он получает сначала, условно, 2 уведомления о том, что ты не предоставил отчет, будь любезен, пожалуйста. Но если даже этого не произошло со 2-й или 3-й попытки, то уже идет постановление об исключении данного резидента. То есть все льготы, которые были, будут сняты с него? Он будет работать как формально? Да, это будет как обычная, условно, частная компания. И второй момент, когда исключается из резидентства, это когда компания меняет вид деятельности, и она больше не соответствует под виды деятельности резидентов IT-парка. Окей. У него будет второй шанс вернуться к вам? Да, конечно. Конечно, мы предоставляем вторые шансы компаниям, стартапам. Я не знаю, может быть, там какой-то черный список, где там он попадает, такой, нет, это вдольный ящик, ушел, создай новую компанию, IT-компанию и приходи. У вас есть интересная цель. Например, стратегическая цель – довести экспорт IT-услуг до 5 миллиардов, расширить экосистему до 10 тысяч компаний и создать более 300 тысяч рабочих мест. Стратегическая цель. До какого года? 2030 год. То есть за 5 лет, условно-таки, вы планируете с 1 миллиарда подняться до 5. Это очень амбициозная цель. Безумно амбициозно, но если вспомнить о том, что в 2019 году с 6 миллионов начали. Более $6 миллионов экспорта, и на данный момент это более 1 миллиарда, мы считаем это, да, это амбициозно, но это реализуемо. Да.
с вашими темпами роста вы прям очень быстро растете. Касательно другого, смотрите, получается, на данный момент у вас есть амбициозная цель только в рамках IT-парка или же все же в объединении с Astana Hub в рамках бренда, который вы создали? Мы рассматриваем и то, и другое. В первую очередь мы заинтересованы, конечно, в объединении Центральной Азии под единым брендом для развития стартап-индустрии, цифровых продуктов. Мы надеемся, что в скором времени остальные страны технопарки тоже присоединятся к данному альянсу, и мы будем предоставлять всю полную Центральную Азию на, например, крупнейших... Да, как один единый рынок, потому что в Центральной Азии страны, мы не конкурируем между собой. Мы объединились все вместе, мы представляем единый рынок Центральной Азии, особенно для международных клиентов и партнеров. Условно, например, в прошлом году мы участвовали со стартапами на TechCrunch Disrupt, одном из международных самых знаменитых мероприятий для стартапов. И там мы также представляли большой павильон Центральной Азии совместно с Astana Hub. В этом году мы также будем участвовать снова на TechCrunch Disrupt. Мы будем участвовать в этом году также на GITEX Global. Планируется также участие, например, в Slush в Финляндии. И мы будем представлять всю Центральную Азию. Я надеюсь, что к этому моменту остальные страны тоже присоединятся к нам, и мы будем предоставлять уже, скажем так, full package всей Центральной Азии. Мы очень стараемся все наши подкасты делать в рамках Центральной Азии и рассказывать, соединять людей, также интегрировать. Я очень надеюсь, я точно уверен, что из Таджикистана ребята смотрят, и из Кыргызстана тоже смотрят. Надеюсь, что к этому времени все эти коллеги присоединятся к этому альянсу, и получится сделать уже единый рынок. Потому что Центральная Азия, да, конечно, она перспективна, но она очень маленькая. То есть сравнительно это той же самой Индонезии, где там 230 миллионов населения. Если даже мы всех объединим, к сожалению, столько не выйдет. И мне кажется, самый такой верный путь – это объединение и уже приглашение компании как на один регион, где все уже будет интегрировано. Помимо данной цели, которую вы, получается, ставите до 2030 года, у вас недавно были вот эти льготы, которые у вас, получается, до 2027 были продвинуты то есть срок их был продвинут до 2040-го. Зачем? Если вы, то есть почему это делается? Это делается в первую очередь для того, чтобы дать понять иностранным компаниям, иностранным инвесторам, дать им условно небольшую страховку, то есть показать им, что есть льготы. Вот мы продляем льготы для вас, вы можете приходить в нашу страну. То есть, например, раньше, например, в прошлом году, когда мы что-то обсуждали, например, с иностранной компанией, она видела, что у нас льготы, например, закончатся через пару лет, говорила, там, льготы через пару лет заканчиваются. Анбординг мы еще не пройдем, и все уже закончится. Да. И поэтому для того, чтобы привлечь как можно больше международных компаний в Узбекистан, больше международных инвестиций, мы продлили льготы до 2040 года. Появляется много венчурных фондов государственных. Давайте там частные, у них там своя жизнь, грубо говоря. IT-парк выступает так или иначе как государственное учреждение и как регулятивным органом. Будет ли IT-парк регулировать так или иначе эти венчурные фонды под какой-то там условно такие определенные параметры или как-то регулировать или нет? Нет, мы не регулируем частные венчурные фонды. Нет, те, которые при банках, госбанках открываются. Нет, мы их не регулируем, мы их просто объединяем в единую экосистему, просто условно как единая платформа, ядро, где они объединяются для того, чтобы обсуждать какие-либо перспективные проекты совместные, либо обсуждать, например, перспективные стартапы. Окей. Недавно вы говорили о том, что вы открыли законодательную песочницу. Что это значит и для чего это? Законодательная песочница, она у нас будет реализована в рамках нашего проекта Enterprise Uzbekistan. Это будет один из, наверное, это будет самый крупный проект, который реализовал IT-парк, потому что это свободная экономическая правовая зона Республики Узбекистан, да, и в нем будет применена как раз законодательная песочница с применением элементов английского права. Также будет большая экосистема банковская внутри данной экосистемы. И резиденты Enterprise Uzbekistan будут обладать теми же самыми налоговыми льготами, программами поддержки, которые действуют в IT-парке. Единственное,
Enterprise Uzbekistan работает на международные инвестиции и на международных инвесторов, международные крупнейшие компании, которые привлекаются в нашу страну. То есть, получается, это все уже будет... Когда это начнется? Или уже началось? Нет, мы планируем вообще проект Enterprise Uzbekistan сейчас в активной стадии разработки, и мы планируем начинать уже с этого года. Недавно во всех социальных сетях вы начали объявлять о приглашении соотечественников узбекистанцев к присоединению, становлению амбассадорами IT-парка. Что это значит и для чего? Мы создали, скажем так, новый проект, он называется Tech Ambassadors, следуя которому мы зовем всех наших соотечественников, которые на данный момент живут в других странах и работают либо в IT-компаниях, либо IT-специалистами, стать нашими представителями. Если вы знаете, вот, когда Apple рассматривала открытие офиса, они выбрали Кыргызстан. Этому последовало то, что Apple в главном офисе работал специалист из Кыргызстана, большой эксперт, который и продемонстрировал им потенциал региона Центральной Азии. То есть мы, следуя данной концепции, хотим, чтобы наши послы в других странах, IT-специалисты, они показывали потенциал Центральной Азии, рассказывали больше про наш регион, чтобы у представителей международного IT-сообщества было больше информации про данный рынок, о том, какие таланты здесь есть, какая инфраструктура уже создана в Центральной Азии и какие возможности их здесь ждут. То есть это для целей информирования международного IT-сообщества. И наши амбассадоры, мы им также будем помогать в реализации их собственных проектов, то есть мы будем финансировать проекты, которые они хотят создавать, например, в своих странах. Мы финансировать будем мероприятия, например, в которых они хотят участвовать, также их поездки в Узбекистан, за рубеж и другие. Кто может стать амбассадором? Амбассадором может стать любой IT-эксперт, либо IT-специалист, либо просто специалист, который работает в крупной IT-компании и имеет, условно, стаж работы более 10 лет. Окей. Более 10 лет – это уже сеньор-специалисты, которые работают. Отлично. В любом случае, смотрите, IT-парк сейчас очень быстро развивается. Она очень, прям по вашим цифрам и по вашим амбициям, которые вы поставили, будет развиваться и дальше. Мне кажется, на этом мы сможем резюмировать и пригласить наших слушателей в IT-парк как резидентов, как сотрудников этих резидентов, чтобы открыли они компании и реализовывались в Узбекистане. Мы постараемся и будем стараться показывать из Узбекистана центральноазиатскую IT-хаб, потому что он находится в центре, он в целом объединяет все другие регионы. И мы очень надеемся, что в ближайшие годы мы тоже сможем как-то внести вклад в освещение тех же самых стартапов, IT-компаний, и совместно с вами все это сможем реализовать. На этом у нас все. Время у нас пришло к концу. Спасибо вам большое еще раз за приглашение. Мы постараемся более детально все это рассказать в наших следующих выпусках с IT-парком. А все ссылки на остальные, на то, что мы обсуждали, становление резидентом, становление техамбассадором, мы поставим в описании. Спасибо большое. До свидания.